Всем респект, с вами Фиспект. Сейчас я вам расскажу небольшую историю. Недавно, я прогуливался по DNS, выбирая себе новую игровую мышку, и на стеллажах с девайсами я увидел какие-то странные красивые коробочки. Прочитав название, я понял, что это игровые, наборы. Я даже не догадывался о том, что такое существует, но потом мой взгляд бросился на ценник. 2500 рублей, мимо такого я точно не мог пройти, учитывая, что мой канал почти полностью посвящен девайсам. Но там была не одна коробочка, а несколько, именно поэтому я решил не торопиться, а вернуться домой и проверить уже на сайте, что это за такие игровые наборы. И оказалось, их просто куча. Я, естественно, захотел заказать сразу все и рассказать вам о них, но это было бы очень дорого. Именно поэтому я решил поступить умнее. Я заказал 3 абсолютно разных игровых набора от 3 разных компаний с абсолютно разными девайсами внутри. Клавиатура, мышка, коврик, наушники. Естественно, подсознательно я понимал, что за такие деньги ничего хорошего там внутри быть не может, но один из наборов меня просто капец как удивил. И небольшой спойлер: наборы от 3 фирм: Oakley, Defender и Dexp. Вот именно последний меня удивил больше всего. Именно поэтому он будет в конце видоса. Поэтому настоятельно рекомендую досмотреть до самого конца, ведь там будет самое интересное. А я надеюсь, ты взял уже что-нибудь вкусненькое, ведь мы начинаем. Это реклама, короче. А если вы думаете обновить свои девайсы, то лучше всего это делать с дебетовой картой Тинькофф Black с уникальными дизайнами на выбор и крутым кэшбэком. С ней вы получите каждый месяц до 6% годовых на счет, вместо 5, как было раньше. 1% кэшбэка вернется вообще с любых покупок по карте. До 15% кэшбэка на 3 из 6 категорий, которые ты сам выбираешь. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. Кэшбэк приходит не какими-то баллами или другими фантиками, а настоящими рублями, которые можно сразу же потратить или снять в банкомате. Наличные можно снимать в любых банкоматах мира, а не только России. Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. Если всего вышеперечисленного вам недостаточно, то ловите конкретный бонус. Эта карта даст вам 20% кэшбэка на игры, 15% на Яндекс.Еду и Delivery Club и 10% на App Store, Google Play и Spotify. И это еще не все. Если вы оформите карту до 31 октября, то у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда. Вот такое уж точно нельзя упускать. Таких карт выпущено немного, поэтому рекомендую поторопиться и по ссылке в описании заказать лучшую карту Тинькофф Black, которой я сам пользуюсь уже больше года. Настоятельно и от чистого сердца рекомендую. Ссылочка в описании. Ну что же, проверять игровые наборы мы начнем, пожалуй, с фирмы Oakley. Как-никак нужно отдать дань уважения этой фирме. От нее у меня была моя самая первая мышка и самая первая игровая мышка, в кавычках, конечно же. Набор называется Oakley Пират. Это типа закос на пиратскую тематику. Спойлер, там не будет вообще ничего пиратского. Сама коробочка ничего такая, презентабельная, как подарок кому-нибудь пойдет. Но давайте посмотрим, что внутри. Здесь нас встречает клавиатура, коврик, мышка и наушники с микрофоном. Все это удовольствие обошлось мне в 2500 рублей, что очень много, и сейчас вы поймете почему. Клавиатура. Очень похожая на клавиатуру из моего позапрошлого видоса про дешевые популярные клавиатуры с Алиэкспресса и DNS. Тот же самый портфель, только в другом дизайне. Я уже хотел было сказать, что эта клавиатура лучше той, но как оказалось, из-за того, что она металлическая, это нифига не плюс, а минус, потому что коврик здесь маленький, и эта клавиатура будет прям царапать ваш стол. Из-за того, что корпус у нее металлический, а сами ножки не резиновые, а пластиковые. Это лишь имитация. В общем, царапины на столе явно обеспечены, так же, как и обеспечена очень плохая подсветка с 3 очень дешевыми светодиодами. Я думаю, даже ничего говорить не нужно о том, что это мембранка, а не механика. Это и так было очевидно. Но самая главная проблема вообще не в этом. Сколько бы я ни тестировал клавиатуру в себя в видосах, они все работали, в отличие от этого куска дерьма. Прямо сейчас я ввожу, допустим, вот эти 2 клавиши. Ничего не пишется. Вообще ничего. Буква П. Ничего не пишется. Вообще ничего. Какие-нибудь другие рандомные потыкаем. Ну, что-то работает. А половина просто не работает. Офигенная клава. Однозначно этот неработающий портфель, царапающий вам стол, получает огроменный минус, а мы идем дальше, может быть, другие девайсы окупят этот набор. Игровой коврик маленький и неудобный, к нему же идет капец какая матовая мышка. Она настолько матовая, я ее впервые взял в руки, она сразу же осталась в каких-то следах, она будет у вас очень грязная, и естественно из-за цены этой мышки этот пластик быстро сотрется, и она будет очень некрасивая. Плюс под большим пальцем сделаны такие углубления, чтобы лучше было сцепление, но они настолько глубокие, что в них однозначно будет забиваться очень сильно грязь. Сама мышка, кстати, по форме очень удобная и напоминает мне мышку Bloody V7, самая удобная мышка для моей руки. Но тут опять же вкусовщина и все индивидуально, поэтому ни плюс, ни минус. Дешевая мышка, дешевый сенсор и микрики, это очевидно, поэтому никаких тестов даже смысла проводить нету. Но вот вам, как она ведет себя в точечном наведении в пейнте. Срывает, конечно, срывает. Мышка 50 на 50, она удобная, но звания геймерского точно не заслуживает. И находиться в таком наборе за такую цену, наверное, ок, но как отдельный объект точно говно. Ведь стоит понимать, что мы смотрим на набор по
соотношению цена-качество, и в основном, наверное, такие коробочки покупаются как подарки. Именно поэтому, наверное, нахождение этой мышки здесь оправдано, но вообще не юзабельно. Ну а дальше из этого набора остались только наушники, и это еще одно разочарование, потому что у них не работает микрофон вообще, то есть он просто не определяется Windows, будто его нету. Сами по себе они пластиковые, хлюпенькие, неудобные, когда я попытался отрегулировать высоту вот этих самих амбушюр, они очень туго входили. Такое ощущение, что вот еще буквально пару раз я так сделаю, они сломаются. Ну а звук я даже не знаю, как описать. Любые наушники с Алиэкспресса за 500 рублей будут звучать лучше, чем это дерьмо. И я не знаю, зачем ходить вокруг да около, набор ужасный. За 2500 рублей ты получаешь два нерабочих девайсах и еще более-менее как-то удобную мышку. Это однозначно не плюс, и за это не стоит покупать ни себе, ни врагу, ни другу, ни точно как подарок, потому что нерабочие девайсы это ужас. Набор Оклик Пират получает у меня оценку 2 из 10. Ужасный набор, идем дальше. Игровой набор Defender Singularity на целый косарь дешевле, чем предыдущий набор, между прочим. При этом все так же с клавиатурой, мышкой, ковриком и наушниками. Нам уже есть чем сравнивать с набором Оклик, тут на целых 35% дешевле, поэтому прям интересно. Начнем все так же с клавиатуры, она хотя бы работает, то есть все кнопки нажимаются, я прям специально проверил каждую кнопочку. Хоть здесь такие же неприятные ножки, и клавиатура все так же будет скользить по вашему столу, хотя бы нету металла, который будет стол царапать. А в целом это самая дефолтная дешевая мембранка, которая не представляет из себя вообще ничего. Все такие же парочку светодиодов, вся шумная, дребезжащая. В общем, не гуд, но за такую цену нормально. Коврик здесь чуть побольше, красивее, и он под один стиль с мышкой. Сама же мышка чисто по ощущениям мне показалась более качественной. Напоминаю, этот набор стоит дешевле, чем предыдущий. Здесь не будет забиваться грязь, удобное сцепление с мышкой, не такой конченый софт-тач пластик, да и в целом она ощущается более крепкой и надежной. Да и сенсор здесь однозначно получше, опять же смотрите тесты в Paint. Если кто не знает, то нужно вести просто в какой-либо из углов мышку очень медленно, и чем больше вот этих вот лесенок, тем сенсор хуже, а чем линия плавнее, тем сенсор лучше. И здесь линия плавнее, значит сенсор здесь получше. Просто опять же повторяюсь, мне не хочется их разбирать вообще, потому что здесь за такую цену все равно стоят офисные дешевые сенсоры, и их все равно в играх при резких движениях будет срывать. Но в целом, напоминаю, стоимость набора 1500 рублей, учитывая, что клавиатура пойдет, то мышка тоже пойдет. Они хотя бы работают и не такие уж отвратительные, учитывая, что еще и дешевле стоят. Остались наушники, и это самое слабое звено в этом наборе. Возможно, мне опять же не повезло, но о чудо, и у этих наушников не работает микрофон. Если вы думаете, что у меня какие-то проблемы с гнездами или я что-то не так подключил, следующий набор от Dexpa у меня все работает. Поэтому проблема конкретно в этих двух наборах. Я просто счастливчик. Качество звука плохое, они вообще не мягкие, неудобно сидят на голове, тоже все дребезжат, скрипят. В общем, не очень. Для объективности назову один плюс, они достаточно гибкие, переломать их шансов будет меньше, но все равно такое себе. В целом игровой набор за свою цену, особенно в сравнении с предыдущим, вызвал у меня лишь положительные эмоции. Наверное, по цена/качеству он стоит своих денег, но стоит ли его покупать себе или кому-то в подарок, скорее всего нет. Только если очень неприхотливому ребенку в день рождения, когда ну прям надо подарить подарок, ты не знаешь, что дарить, и при этом сам он сидит на еще более худших девайсах. Либо если ты приезжаешь на новую квартиру или собираешь новый компьютер, второй, например, и тебе срочно нужно прямо здесь и сейчас за 1500 рублей полный комплект, чтобы было, просто чтобы можно было пользоваться, тогда тоже пойдет, этим можно пользоваться. Но в целом набор Defender Singularity получает у меня оценку 5 из 10, и то, наверное, только из-за своей цены, очень дешевый. А на очереди у нас последний и самый интересный игровой набор от Dexpa. Но перед тем, как начнем о нем базарить, я думаю, вы заметили, что все девайсы я снимал на каком-то новом у себя столе. Также, если вы мой подписчик, то знаете, что я обещал, что больше никаких рум-туров и переездов, но блин, я переехал опять на новую квартиру, и много кто требует снять об этом видос. Именно поэтому на лайв-канале вы можете посмотреть, как я собирал этот офигительный стол, он реально очень интересный, а также обзор на мою новую квартиру. Ссылочка будет в описании на мой лайв-канал, я старался, там очень лампово, посмотрите, и думаю, вам понравится. Ну что же, Dex Rampage, самый лучший набор за 2000 рублей. И да, не удивляйтесь, если он реально самый лучший, хотя от фирмы Dex. Начнем опять же с клавиатуры, она здесь нормальная. Во-первых, ножки наконец-то прорезинены, а значит она не будет скользить, дребезжать, царапать вам пол, и в принципе то, что коврик небольшой, а маленький, становится нормальным решением. То есть под клавиатуру не нужно стелить ковер. Сама клавиатура более цельная, монолитная, более крепко и надежно выглядит. Кнопки нажимаются в миллиард раз приятнее, особенно пробел. Подсветка здесь хоть и статичная, но покрывает она полностью клавиатуру, и это выглядит более-менее солидно. Да и в целом клавиатура неплохая мембранка в игровом наборе за 2000 рублей. Однозначно за нее плюс. Идем дальше. Коврик самый большой из сегодняшних трех наборов, что однозначно хорошо. И мышка, вы только посмотрите, какая она классная. Дизайн и подсветка великолепны. Сама мышка удобно лежит в руке, хотя она очень большая. У нее есть ненужная кнопка для дабл-клика. Я постоянно ругаю эти кнопки, но здесь она есть, может быть, для кого-то и плюс. Мышка очень хорошо собрана, люфтов, скрипов вообще нету. Все кнопки
нажимаются приятно, и в целом она вызывает впечатление более дорогой мышки, чем в наборе, блин, за 2000 рублей, учитывая, какая уже была клавиатура. Если кто-то каким-то образом сможет узнать все сенсоры во всех трех мышках в этом видосе, то, пожалуйста, напишите в комментариях, я обязательно этот коммент закреплю. Но пока я просто говорю по ощущениям и по тестам в Paint, он здесь самый лучший сенсор среди трех мышек. Однозначно она получает у меня плюс, а мы идем дальше к наушникам, и они здесь просто офигенные. Во-первых, они капец как удобно лежат на моей голове. Твои уши прям тонут в этих амбушюрах. Плюс ко всему здесь нету этой ненадежной регулировки высоты наушников. Здесь есть вот эта натяжка, которая сама подстраивается под твою голову, что, как по мне, однозначно плюс. При этом пластик здесь очень эластичный, вряд ли ты сможешь их переломать, и качество звука, ну, не очень, будем честны, но лучше, чем в предыдущих двух наушников от предыдущих двух наборов. На удивление, микрофон от DEX оказался единственным рабочим среди трех наушников, и звучит он примерно следующим образом. Конечно, не Ice, но хотя бы работает. Микрофон, аллилуйя, он рабочий. В общем, как вы поняли, набор вообще без проблем, а теперь я хочу немного пофилософствовать. Как так получилось, что самый дорогой набор от Oakley получился самым плохим, а набор дешевле на 500 рублей получился просто идеальным за такие деньги? Я правда не могу придумать девайсы лучше, которые можно уложить в 2000 рублей. Как бы я не любил DEX, но набор получился откровенно очень хорошим. Опять же, стоит понимать, что он очень хороший по соотношению цена-качество. Естественно, это не самые лучшие девайсы, но в целом это очень годно за такие деньги. Это не стыдно и для себя купить, если вы сидите на старых офисных девайсах. Также и подарить другу. Это отличный игровой набор, который отлично подойдет как подарок, так и в принципе для пользования, потому что цена-качество здесь идеальны. У меня есть один очень популярный ролик, где я выживаю на самых популярных девайсах с AliExpress за 3500 рублей, а здесь 2000, и я даже не знаю, какой из этих наборов будет лучше. DEX Rampage я ставлю 9 из 10. Почему не 10? Потому что будут умники в комментариях, которые напишут, что соберут они лучше. Удачи! Специально дарю вам целый балл, чтобы именно ваш набор получился уже 10 из 10. Но если серьезно, то пишите в комментариях, если реально можете собрать лучше, потому что у меня не получилось. Набор мне понравился, но давайте в принципе подведем итоги. Oakley Pirate худший набор, который только можно придумать. Очень дорогой, и половина просто не работает. Defender Singularity, ну, с пивом покатит. Ну и DEX Rampage самый лучший набор, который реально стоит своих денег, что меня очень удивило. Если под этим роликом за неделю соберется 25 тысяч лайков, то я закажу еще наборы более дорогие и проверим уже их, что в более премиальном сегменте у нас находится среди готовых игровых сборок с DNS. А вам большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Целая половина моих зрителей без подписки смотрит, блин. Это не дело, поэтому быстрее исправляйте, чтобы смотреть мои ролики самым первым. А вам удачи и пока.